Двое из этих людей сформировали следственную группу с другими минимальными держателями, известными как Хаматора, и они начали получать странные дела, которые раскрывали планы о человеке, чьей целью было сделать каждого человека таким же могущественным, каким был он сам, и готовым уничтожить все, чтобы достичь своих желаний. Как ты думаешь, что произошло бы, если бы все люди были одинаково могущественны? Мог бы такой мир стать реальностью? Давай вместе узнаем об этом из этого наполненного неизвестностью и умопомрачительного аниме. Не забудь нажать кнопку «Нравится» и подписаться. Это аниме началось с того, что Мурасаки, могущественный минималист и член команды Хаматора, прогуливался и беседовал со своим сообщником Найсом, который также был обладатель минимального уровня Соник, и член команды Хаматора разговаривает по телефону. Ниццу видели в банке перед кассиром. Мурасаки сказал ему, что он не может снимать монеты в банкомате. Найс возразил, сказав, что 430 йен тоже должны считаться деньгами. Мурасаки попросила его сходить к кассиру. Он уже стоял у окошка кассира с Хадзими-тян, еще одним обладателем минимального размера оплаты труда и членом команды Хаматора. Хадзими-тян пожаловалась, что проголодалась. Она была гурманом. Внезапно раздался выстрел. В банк проник вор с пистолетом в руках. Все бросились на землю, но Ниссан Хадзими-тян стояла неподвижно. Полиция арестовала вора и его увезли. Арт-инспектор полиции, а также обладатель минимального права, поблагодарил одного из полицейских за то, что тот смог арестовать вора. Но полиция ответила ему, что они ничего не предприняли, поскольку к тому времени, когда они прибыли, все уже было кончено. Прибыл. Он добавил, что по словам очевидцев, вон тот симпатичный мужчина усмирил всех преступников. Симпатичный ворвался в магазин под названием «Кафе Нигде» и спросил человека, которого он назвал хозяином, есть ли для них какая-нибудь работа. Именинник, владелец минимального счета, а также член команды Хаматора, спросил у Ниццы, может ли он снять 340 йен, но он сказал ему, что это 430 йен. Но после бургера остается всего 310 йен. Он спросил мастера, где находится Канико. В кафе был отдельный столик, который сотрудники отдела частных расследований Хаматора использовали в качестве своего офиса. Там был замечен доктор Рацио-тян, еще один член команды Хаматора, а также владелец минимального пакета, и он посоветовал Хадзими-тян не есть на ходу, потому что его пищеварительная система выйдет из строя. От удара и может вызвать у него рвоту. Наконец-то приехала Коника, специалист по заключению контрактов с командой Хаматора, и племянница спросила ее, есть ли у нее какая-нибудь работа. Она показала ему две бумаги с содержанием вакансии. Она объяснила, что первым заданием была просьба поймать человека, ответственного за недавние серийные похищения студента колледжа в этом районе. Второй запрос поступил от известной семьи из Ямати и Окагама, семьи Таясаки. Глава семьи скончался, оставив после себя секретный сейф, но только он знал, как его открыть, и семья находится в полном недоумении. Более того, кто-то, по-видимому, замышляет украсть сейф, и именно поэтому они попросили Хаматора защитить и поймать воров. Тем временем доктор Рацио-тян и день рождения направлялись на работу. Они были надежной защитой для девочки, которая узнала то, чего не должна была знать. Мурасаки сказала, что работа в семье Таясаки стоила дороже, чем любая другая. Канико добавила, что тот, кто планировал украсть секретный сейф, по-видимому, нанял минимального сотрудника, что делало работу более рискованной. Мурасаки и Найс поспорили, какую работу выбрать. Мурасаки выбрала более высокооплачиваемую работу, в то время как Найс взялась за дело о похищенных девочках. Затем каждая из них устроилась на другую работу и пошла своим путем. Найс проводил сеанс допроса с друзьями Микки по колледжу. Они объяснили, что она давным-давно уволилась с работы на неполный рабочий день, но по-прежнему неплохо зарабатывала, мудро. Мурасаки тоже ходила допрашивать семью Тайосаки. Они показали ему сейф и сказали, что никто не знает, что находится внутри. Горничная описала покойного как человека строгого и требовательного, и именно поэтому он смог дать своему сыну основательное воспитание. Мурасаки спросила, почему они не могли просто заставить его открыться, но горничная сказала, что сейф был модифицирован таким образом, что если кто-то попытается открыть сейф, то он будет закрыт. Сейф при использовании чего-либо отличного от предписанных средств, содержимое сейфа может воспламениться. Найс сообщил своему информатору, который всегда в курсе всех событий в округе, что 7 студенток колледжа были похищены. И когда он опросил их друзей, выяснилось, что ни у одной из них не было недостатка в деньгах. Племянница положила несколько монет в одежду мужчины и попросила его рассказать все, что он знает об этом инциденте. Мужчина сердито высыпал монеты из своей одежды и сказал ему, что 30 йен недостаточно, чтобы заставить его предоставить какую-либо информацию по этому делу, за исключением того, что он заплатил 1000 йен. Он обещал заплатить позже. В этот момент в поле зрения появился инспектор Арт и предложил ему немного наличных. Найс и инспектор Арт отправились на пляж, чтобы поговорить. Инспектор сообщил ему, что его заказчиком по делу о похищении студентов колледжа на самом деле была полиция. Найс сказал ему, что в этом нет ничего страшного, поскольку они зарабатывают на жизнь подобными делами. Полицейский встал и добавил, что собирается платить ему больше, и посоветовал ему с пользой использовать информацию, предоставленную информатором. Найс позвонил своим друзьям, имениннику и доктору Рацио-тян, чтобы спросить, была ли девушка, которую они сопровождали, студенткой колледжа. Именинник объяснил, что девушка участвовала в ограблении банка ранее в тот же день. Она
она была стажером, так что на нее напали по совершенно другому делу, прежде чем они начали руководить ею. Более того, ее звали Азуса, и она учится на 4 курсе континентального женского колледжа. Внезапно их автомобиль был поднят и опрокинут неким гигантским мужчиной. Племянница почувствовала, что они в опасности. Этот гигант, который был минималистом, нанятым тем, кто хотел украсть сейф, обладал минимальной гравитацией, из-за которой все, к чему он прикасался, становилось невесомым. Он легко поднял огромный камень и бросил его в окно Азузы. Окно разбилось вдребезги. Затем он вошел внутрь и встретил Азузу. Азуза сообщила ему определенный номер, но он сказал, что ему нужно подтвердить первый, если он действителен. В этот момент на ее лице вспыхнул свет. День рождения появился сзади и напал на гиганта. Гигант быстро отъехал и чуть не сбил Найса, который как раз подъезжал к месту происшествия на своей машине. Он спросил, все ли в порядке с Рацио-тян, но парень оплакивал свою новую машину, которую разбил гигант. Мурасаки позвонила доктору Рацио-тян, чтобы спросить, что такое сомнамбулизм. Рацио-тян объяснила, что это означает разговаривать во сне. Рацио-тян далее объяснила, что сомнамбулизм обычно вызывается стрессом. И во многих случаях действия и эмоции, которые обычно подавляются, выходят на поверхность, пока человек спит и без сознания. И если у человека был секрет, он не мог рассказать его никому другому. Если ношение этого предмета является источником стресса, то вполне возможно, что он обнаружит это во сне. Азусу отвели в кабинет Хаматора, и она рассказала, как глава семьи Тайосаки-сан, сообщил ему номер телефона. Она ничего не знала об этом номере, потому что случайно услышала его от Тайосаки-сана во сне. Канико рассказала, что так звали семью, чей сейф Мурасаки отправилась защищать. Найс забрал телефон у доктора Рацио-тян и объяснил, что их миссия может оказаться такой же. По словам Мурасаки, Таясаки во сне назвал номер телефона, а потом кто-то узнал о его состоянии. Его личный врач, должно быть, был тем, кто продал его. Когда похититель узнал о неоткрываемом сейфе в состоянии Тайосаки, он начал похищать студентов колледжа, потому что у всех них были тайные отношения с Тайосаки. Но никто из них не мог вспомнить, что Тайосаки сказал во сне. Но Азуса была другой. Она только что освоила свою работу и была в восторге от нее, поэтому у нее появилась странная привычка записывать любое число, которое она слышала. Когда она была с Таясаки, он произнес это число во сне, она записала его. Человек-гигант пришел в дом Таясаки. Мурасаки вышла, чтобы сразиться с ним. Мурасаки уничтожил все, что он бросил в него своим ударом. День рождения и доктор Рацио-тян тоже прибыли, и они сражались с ворами, которые появились внутри. Этот великан поднял трейлер, но за ним появилась племянница. Он напал на него, и тот упал. Мурасаки наконец-то открыл сейф, и, к своему удивлению, все, что они там нашли, это порнографические журналы. Великан был арестован полицией. Инспектор полиции намеревался рассказать им о серийном убийце, который охотится на обладателей минимального дохода. Школьник по имени Тео пришел сюда со своей сестрой Рэй, чтобы встретиться с сотрудниками бюро частных расследований Хаматора. Канико подошла к ним и отвела их в Мурасаки. Племянницу видели в классе. Он был представлен классу как новый ученик в бюро частных расследований Хаматора. Тео сообщил Мурасаки, что они ищут Китадзаву, сенсея, преподавателя изобразительного искусства в их школе. Учитель перестал появляться около 3 дней назад, и, похоже, его тоже нет дома. Мурасаки предположил, что он, возможно, прогуливает занятия из-за стресса, но мальчик возразил, что он не такой человек. Рэй добавил, что полиция отказалась принимать меры, когда они сообщили им об этом. Племянница согласилась взяться за эту работу, несмотря на то, что она была дешевой. Мурасаки переоделась учительницей, чтобы получить доступ в школу, точно так же и племянница тоже переоделась ученицей. Племянницу попросили написать ответ на вопрос на доске, и она ответила правильно. Возвращаясь на свое место, он увидел мальчика, который просматривал веб-сайт на своем телефоне. Мурасаки подошел к студентке, чтобы помочь ему починить систему. Он сказал, что студенты направили его к ней, так как она была там специалистом по компьютерам. Эта девушка создала его собственное приложение, сайт обратной связи, которым пользуются все. Девочка сказала, что держала это в секрете от учителей. Она рассказала, что сайт Reverse — это сайт для старшеклассников Йокобейн, где они могут поговорить о вещах, которые они не хотят, чтобы стали достоянием общественности. Тео поговорил с племянницей о том, как над ним издевались, что он чуть не покончил с собой, и как ему угрожали никому не рассказывать, если он не хочет, чтобы они испортили его сестру. Именно Китазава, учитель изобразительного искусства, заметил его и помог ему. Найс сказал, что ему следовало самому разобраться с теми, кто издевался над ним. Мурасаки пришла позвонить Найсу. Полиция пригласила Мурасаки и Найса на место происшествия, чтобы опознать труп мужчины, если это был тот, кого они искали. Имя жертвы было Китадзава, учитель изобразительного искусства. Арт объяснил, что это дело рук серийного убийцы, и всем его жертвам удаляли мозги. Все жертвы являются обладателями минимальных прав. Китазава, как и они, окончил Академию искусств. Инспектор Арт, похоже, не знал, что делать. У полиции не было никаких зацепок по делу о серийном террористе-смертнике. Ницца предупредила его, чтобы он был осторожен. Состоялись похороны учителя изобразительного искусства. Тео выглядел таким грустным, глядя на фотографию учителя, в то время как Рэй так громко плакала. Мурасаки и Найс тоже присутствовали на похоронах. Найс нашел телефон на месте преступления в Китадзаве. На телефоне был указан адрес школы Йокобейн. Это был телефон Китазавы. Я планировал подробнее ознакомиться с делом Китазавы. Мурасаки посоветовала ему отложить это дело, увидев реакцию Тео на похоронах.
похоронах. Ницца настаивала на том, что Тео должен знать правду, чтобы он мог двигаться дальше. Ницца добавила, что он доводит до конца любую работу, за которую берется, даже если это означает, что ему придется делать это самому. Именно об этом и говорил Хаматара. Ницца снова навестил своего информатора, и тот дал ему фотографии, на которых видно, как над Тео издеваются другие ученики. Информатор рассказал, что Китазава показал эти фотографии школьному совету, и их обвинили в травле. В результате все 5 учеников были исключены. Племянница объяснила Тео и Рэй, что, увидев фотографии, он задался вопросом, кто делал фотографии учеников с тех пор, как один из них появился на снимке. Он почувствовал, что их должно быть 6, а не 5, а это означает, что зачинщиком был кто-то, кого нет на снимке. Найс выяснил, что зачинщик всегда размещал сообщения на противоположном веб-сайте, используя один и тот же IP-адрес, и этот IP-адрес принадлежит Китазаве. Всплыло воспоминание о том, как инспектор Арт привел Найса в дом Китазавы, чтобы покопаться в его компьютере. На его домашнем компьютере были обнаружены записи, свидетельствующие о том, что за травлей Тео стоял Китазава. Вернувшись в следственный отдел Хаматара, Тео резко выступил против того, что Найс сказал об учителе изобразительного искусства. Найс показал ему другой сайт, где Китазава часто размещал посты. Это сайт, как несчастье других людей, делают вашу еду вкуснее или веселая вкуснятина. Хулиганы часто публиковали описание своих подвигов, как будто это были героические подвиги. Китазава также был обладателем минимального балла, и у него была способность превращать слова в картинки. Так что он превратил слова, которые ребята публиковали, в картинки. Затем он показал фотографии школьному совету и выложил их в сеть, чтобы повысить свою репутацию. Тео, увидев все доказательства, расплакался. Именинник и доктор рассматривали несколько фотографий с места взрыва. Найс заметил, что было 6 взрывов в разных местах, которые совпадают с местами, где Тео подвергался издевательствам на фотографиях. Фотографий было 7, и из них 6 объектов подверглись бомбардировке, так что место последней фотографии еще не подверглось бомбардировке, а именно школа. Тео отвез свою сестру Рэй вечером в школу. Он сказал, что хочет кое-что сказать Китазаве. Его фонарик высветил бомбу замедленного действия. Они услышали голос, и Тео проследил, откуда он доносился, до этажного здания, где он увидел Кадзиму, одного из 5 учеников, которые издевались над ним. Кадзима рассказал, как он стал изгоем после этого инцидента. Этот инцидент разрушил его репутацию в обществе, так как просочившаяся фотография того, как он издевался над Тео, останется в интернете до конца его жизни. Кадзима сказал, что этот инцидент превратил его в серийного террориста, который взрывает все достопримечательности на фотографиях. Он начал управлять бомбой замедленного действия, чтобы быстрее читать. К сцене присоединилась племянница, и он сказал, что Кадзиме обладает минимальной способностью ускорять время по своему желанию. Тео бросился за бомбой и переместил ее туда, где можно было нанести наименьший ущерб. Затем он столкнулся с седовласым мужчиной. Мурасаки быстро отобрал у него бомбу, используя свои минимальные способности к удержанию, и бросил ее на место издевательств. Мурасаки и племянница подошли поближе к тому месту, где был Кадзима. Кадзима показал им, что у него с собой еще одна бомба. Мурасаки добрался до него с минимальными способностями к удержанию. Он ударил его по левой щеке, и тот приземлился на углу. Мурасаки разбил часы бомбу у него под ногами. Тео и Рэй стояли перед фотографией на похоронах Китадзавы. Племянница подошла и подарила Тео розгу. Тео забрал ее, сказав, что это именно то, что ему действительно нужно. Он разбил розгой фотографию Китазавы, и она разлетелась на куски. Инспектор Арт получил отчет от врача о том, что некоторые арестованные мужчины не обладали врожденными максимальными способностями. Обладатели врожденных максимальных способностей не рождаются с такими способностями. Доктор добавил, что любой, у кого не было врожденных способностей, возможно, получит их с помощью имплантации минимального фактора. Для этого требуется мозг обладателя минимального от рождения. Седовласого мужчину, с которым столкнулась племянница, видели в комнате, где у него было много мозгов, хранящихся в разных контейнерах. Инспектор Арт и его напарник находились в движущейся машине. Они обсуждали, что серийный убийца был тем, кто удалял мозги жертв, которые были минимальными носителями, чтобы создать еще больше минимальных носителей. Женщина по имени Итао Шука, которая была директором Ассоциации по охране здоровья, защите и равноправию молодежи, пришла с просьбой к Хаматару расследовать факты. Академия. Академия Факультас – это учебное заведение, куда в юном возрасте привозят потенциальных обладателей минимального образования со всей Японии, чтобы их способности могли быть оценены. Развитый. Тем, кто смог пройти такое обучение и стать признанным обладателем исключительного минимального образования. Была обещана карьера в компаниях высшего ранга или даже должность высокопоставленного сотрудника. Высокопоставленный правительственный чиновник. Директор Шука сказал, что их ассоциация хочет, чтобы они расследовали, были ли какие-либо скандалы в академии. Она добавила, что получать привилегии из-за того, что у ребенка есть минимум, несправедливо по сравнению с детьми, у которых их нет. Она предложила, чтобы ко всем детям относились одинаково. Племянница и Мурасаки также были выпускниками академии, но он презирал это и отказывался от всех льгот, которые предлагала академия. Директор Шука выписал чек на 1 миллион иен в качестве аванса и пообещал утроить сумму, если они добьются успеха. Племянница хотела отказаться от работы, но Канико быстро забрала чек и сказала, что они согласятся на эту работу. Директор Шука, возвращаясь домой на своей машине, разговаривала с кем-то по телефону. Она сказала, что Мурасаки обладает исключительной силой, поэтому им можно доверять. Мурасаки была единственной, кто закончил академию со 2-м высшим баллом с момента основания академии. Не было никаких данных о том, кто набрал самый высокий балл.
потому что его способности были настолько далеки от остальных, а его существование было засекречено. И никто не знал, существовал ли он на самом деле. Инспектор Арт сказал своему напарнику Гаске, что собирается уходить. Он обнаружил записи, вызывающие некоторое беспокойство, и собирается провести расследование. Инспектора Арта видели с седовласым мужчиной. Он сказал ему, что они обнаружили у некоего мужчины наркотик под названием Немкруа в больших количествах в нервной системе подозреваемого. И поскольку Немкруа не распространялся в их стране Японии, это очень трудно достать. Далее он сказал, что полиция выяснила, что Ассоциация за здоровье, защиту и равноправие молодежи закупала большое количество Немкруа из-за рубежа. И они передали их седовласому мужчине по имени профессор Мораль, выпускнику Академии Факультус. Профессор Мораль подтвердил, что все, что он сказал, было правдой. Инспектор Арт продолжил, что ассоциация отрицала какую-либо причастность к покупке и передаче наркотика. Профессор Мораль еще раз подтвердила, что это правда. Мораль сказал, что некий человек принимал личные решения в рамках ассоциации и поддерживал его работу. Инспектор Арт спросил профессора Мораля, какого рода исследования он проводит с таким количеством НИМУ-ПРОЭС. Профессор Мораль начал с того, что сказал инспектору Арту, что его исследование касается обладателей врожденного минимума. Инспектор Арт спросил его, что побудило его заняться исследованием неврожденных минимальных способностей, и он ответил, что хочет равенства для людей. Он сказал, что слабые люди не могут действовать так, как сильные, поэтому он почувствовал жалость к таким слабым людям, потому что такому неравенству нельзя позволять существовать. Поэтому он решил наделить силой слабых. Инспектор Арт расстроился из-за своих слов и решил уйти. Профессор Мораль сказал ему, что он был одним из тех слабых людей, которым он пытался помочь. Инспектор Арт тоже окончил академию, но ему так и не удалось проявить свои минимальные способности, хотя он и был обладателем минимального уровня. Однако его превосходный интеллект и титанические усилия позволили ему окончить академию как одному из самых выдающихся членов. Профессор Мораль предположил, что инспектор Арт завидовал своим друзьям, которые обладали минимальными способностями, что спровоцировало Арта, и он запер свою одежду. Инспектор Арт пообещал вернуться снова с ордером на арест, и профессор Мораль сказал, что с нетерпением ждет этого. В центре города внезапно появилось огромное чудовище. Директор Шука позвонил и сказал, что за появлением монстра должно быть стоит Академия Факультас. Она добавила, что даже если это не так, вина должна быть возложена на них. На самом деле она разговаривала с Мурасаки. Мурасаки сказала, что она пыталась сфабриковать скандал против Академии, поскольку не смогла ничего добиться. Мурасаки столкнулась с монстром. Племянница сидела в машине и наблюдала за ними. Директор Шука вышла из своего укрытия и приказала Мурасаки поймать монстра, чтобы они могли доказать, что Академия — это зло. Монстр повернулся к ней и назвал ее мамой. Потом она увидела на монстре ожерелье его сына Такахира. Прибыла полиция, и монстр, заметив полицию, вбежал внутрь шабаша. Профессор Мораль позвонил инспектору Арту, находясь на месте происшествия. Он рассказал, как накануне к нему за советом пришел мальчик из средней школы. Мальчик был очень обеспокоен тем, что у него нет никаких способностей, и из-за этого он чувствовал, что его игнорируют. Профессор Моралес сказал, что ему стало жаль его, и он решил помочь ему. Однако, если у человека не хватает способностей к минимальному уровню, он может превратиться в монстра вместо того, чтобы стать обладателем минимального уровня. Что и произошло с мальчиком. Профессор Арт тогда заметил, что мальчик уже получал удовольствие, так как его достижения уже были выложены в сеть. Инспектор Арт пообещал, что арестует его. Монстр появился снова, и полиция поймала его с очком. К моему удивлению, он разорвал сеть и напал на полицейских. Он швырнул в инспектора Арта огромным предметом, и тот упал. Найс вмешался как раз вовремя. Он сказал, что знал, что монстр зовет его, так как хотел, чтобы люди обратили на него внимание, и именно поэтому он появился перед толпой, чтобы показать им, что он превзошел их. Минимальные держатели с его приобретенными способностями. Найс надел наушники на ухо, чтобы активировать свой звуковой минимум, а затем умело атаковал монстра своим минимумом. Профессор Мораль жег свой дом дотла. Он сказал, что монстр искал Найса, чтобы превзойти его, потому что он был гением, который был лучшим выпускником Академии Факультас и чей очень существование было засекречено. Найс был выпускником, набравшим самый высокий балл, и никто о нем не знал. Канеко явился демон. 4 других членов команды Хаматора также появились позади него и представились. Найс представился как Соник Л. Дейтон. Доктор Рачиотян также появился в поле зрения, и другие. Они назвали себя клубом безопасности. Хаматорах пытались снять видео для рекламы своего бизнеса. Пожилая женщина на колесах приехала в следственный отдел Хаматорах. Она объяснила доктору Рачиотян, что собирается в поездку на Гавайи с друзьями и Широгани, и поэтому ей нужно пройти обследование перед отъездом. В международном аэропорту были замечены мужчина и женщина, которые разговаривали о том, как инспектор Арт позвонил им, чтобы они помогли ему разобраться с одним делом. Девушку звали Хани, а мужчину Три. Оба они также были обладателями минимальных прав. Особой способностью Хани было предсказывать будущее. Найс и другие просматривали загруженное ими видео. Это видео уже заняло 2-е место по количеству просмотров. Найс спросил Канеко, какое видео было самым просматриваемым. Она сказала,
сказала, что это одно из тех, где люди пробуют себя в роли актеров. Это видео, загруженное обычным человеком. Канеко позвонили и сказали, что для них есть работа. Клиент хотел, чтобы Мурасаки приехала выступать в доме престарелых, но Мурасаки попросила их отклонить это предложение. Полиция задержала 15-летнего мальчика из средней школы. Еще день назад он не был известен своим бунтарским поведением. Он ходил в школу как обычно, но пистолет, который у него был настоящим. У полиции уже были подобные случаи, и это был уже 8-й по счету. В нем участвовали дети в возрасте 15 лет и младше, которые использовали настоящее оружие для совершения своих преступлений. Все они настаивали на том, что получили свое оружие, просто отправив одно электронное письмо. Они спросили мальчика, как он узнал об этом электронном письме. Он сказал, что оно внезапно возникло у него в голове, и когда он отправил электронное письмо, то сразу же получил ответ. Они получили оружие, как только ответили на вопрос. Хани была похищена какими-то определенными людьми. Трехлетний мальчик, мужчина, который был с ней, пытался остановить их, но они быстро уехали. Трое из них последовали за машиной тех, кто похитил Хани. Когда он добрался до них, он запрыгнул на их машину и снял верхнюю обшивку. Найс вернулся к своему информатору. Информатор сообщил ему, что случай с рассылкой оружия по почте в случае Такахира показал, что кто-то наделяет других полномочиями, а затем заставляет их действовать. Было бы неплохо выяснить, о чем был этот мысленный адрес электронной почты. Все дети, участвовавшие в преступлении, были активными пользователями сайта для обмена видео, и это видео занимает первое место по популярности. Если снизить частоту, то в пистолете появится энергия. После преобразования звука в голос комара, частота выстрела стала настолько высокой, что ее могли слышать только дети. Он также сообщил полиции информацию об отправителе. Команда Хаматора и полиция Хаджими-чан и Канеко играли в лотерею в городе. Хаджими-чан выиграл лотерею и получил приз в виде ночлега на горячих источниках. Канеко сообщила другим посетителям кафе о призе, который выиграл Хаджими-чан. Хани и трое других тоже пришли в кафе. В призовом билете было указано, что в комнате могут находиться только 3 человека, так что Канеко, Хани и Хаджими-чан уйдут. Нойс и Мурасаки получили приглашение на работу в определенный дом. Они вошли и встретились с молодой леди. Эта леди показала им картинку из сказки с гидом. Его звали Хасуда Арата, и он был парнем этой леди. Она сказала, что Хасуда в последнее время вел себя довольно подозрительно, и она подумала, что в этом замешана женщина, а это значит, что он ей изменяет. Найс увидел других парней в комнате вдалеке и спросил, кто они такие. Леди сказала, что это были другие ее бойфренды. Найс попросил Мурасаки позволить ему идти, но леди сказала, что он хотел, чтобы они следили за ним всего 3 дня, пока он будет на работе в Хот Спрингс. Он массажист. Для Ниццы это звучит заманчиво, и он согласился на эту работу. Инспектор Арт был обеспокоен, потому что ему было трудно следить за моральным состоянием людей. Он сказал, что Хани и еще трое, к которым он обратился за помощью, помогали всю неделю, едва успевая выспаться, но так и не смогли найти никаких зацепок. Хадзими-тян, Хани и Канеко приехали в лодж на занятия по Хот Спрингсу. Они познакомились с Рэй, которая работала там администратором. Она сказала, что они потратили все свои сбережения на дело Китазавы, поэтому решили найти работу на неполный рабочий день. Племянница также познакомилась с Тео и сказала ему, что они приехали сюда ради работы. Мурасаки тоже присоединилась к ним. Тео рассказал, что Хасуда был милым и надежным человеком. Неожиданно они увидели в комнате 3 человек, сидящих на стуле. Внезапно в сторожке появилась группа бандитов с пистолетами и жезлом. Пусть гости женского пола уйдут. Как раз вовремя прибыли Найс и Мурасаки, и они умело с ними справились. И снова на место происшествия прибыли день рождения и доктор Рашатян. Мила снова спросил третьего, почему он там оказался. Третий сказал ему, что он был там, потому что беспокоился о Хане. Милый сказал, что он беспокоился о Хадзиме Тинё. Бандиты приказали всем девочкам выйти на улицу. Доктор Рачиотян и именинница пожаловались, что потеряли свою цель. Их целью был новый наследный принц республики Бачихат. Он был настроен дружелюбно по отношению к Японии. Он всегда находился под усиленной охраной, куда бы он ни направлялся, но он настоял на том, чтобы приехать на горячие источники без единого охранника. Но поскольку он был наследным принцем, его нельзя было оставлять совсем без охраны. Вот почему день рождения и доктор Рашиотян были наняты, чтобы охранять его под прикрытием, но они потеряли его из виду, когда ворвались бандиты. Инспектор Арт, партнер Гесуки, снова пришел к доктору и спросил, нашел ли он что-нибудь. Доктор сказал, что минимальный коэффициент не может быть получен из мозга людей, не обладающих врожденным минимумом. Он сказал ему, что предыдущий случай, который они рассматривали, был совершен тем же преступником из-за странного характера преступления, но там была одна неувязка. Мозг жертвы не был удален, так что им еще предстоит выяснить цель убийцы. Услышав это, инспектор Арт ударил доктора ножом сзади. Состоялась церемония, посвященная новому сотрудничеству между Чи Юань, популярной художницей-иллюстратором, известной своими авангардными работами, и Джорджем Мэйкидом, голливудским режиссером, который посетил доктора Рачио-чана в больнице, где он работает. Они смотрели, как Чи Юань давал интервью по телевизору. Доктор Рачио-чан упомянул, что у Чиу-сан синестезия, и она хорошо известна своей способностью выражать настроение и эмоции с помощью цвета. Чиу-сан сидела одна в комнате. Потом вошел какой-то парень и закрыл ей нос платком, после чего она потеряла сознание. Доктор Рачио-тян и именинник были приглашены на Шихирой, менеджером Чиу-сан. Он сказал, что его босса похитили, и похититель потребовал аннулировать совместный проект по созданию художественного фильма между жертвой
и режиссером Мэй Кит. Если бы они этого не сделали, Чию-сан была бы убита. День рождения сказал, что похищение произошло из-за того, что кому-то не понравилось сотрудничество. Мурасаки спросила, обращались ли они в полицию, но Нашихиро ответил, что Чию-сан заранее попросила не обращаться в полицию, если с ней что-то случится, потому что она не хотела, чтобы ее личные проблемы стали предметом разбирательства полиции. Менеджер сказал, что Чию-сан ранее просила его связаться с командой Хаматора, если с ней что-нибудь случится. По словам Нашихиро, Чию-сан сказала, что день рождения и доктор Рачо-тян были ее друзьями в старшей школе, и она им доверяла. Полиция обнаружила еще одну мертвую жертву. Имя жертвы было Ушима Цукаса, выпускница Академии факультета и обладательница минимального образования, работающая в страховая компания в городе. Хани спросила, почему Арт отказался рассказать Nice and Rest о моральном состоянии. Он сказал, что не хотел раскрывать их расследование гражданским лицам, но Хани знала, что этой причины недостаточно. Инспектор Арт ранее попросил взять отгул на вторую половину дня. Его напарник настоял на том, что он должен уйти и что он заменит его, поэтому инспектор Арт ушел. Доктор Ратио-чан и день рождения допросили Мисти, одну из подруг Чияна, которая также была художницей, и второго кандидата на совместный проект с режиссером Мэй Кит. Но Чиян был выбран вместо него. Она. Инспектор Арт и его племянница встретились на могиле младшего брата Арта. Все его друзья тоже пришли, чтобы положить что-нибудь на могилу. Арт тоже увидел странный цветок на могиле, когда они оба уходили с кладбища. Найс спросил инспектора Арта, было ли что-то, что он от него скрывал, но ничего страшного, если он не хотел ему говорить, а потом оставил это. День рождения и доктор Рачо-тян все еще были с Мисти. Менеджер Чию-сан попросила их приехать вместе с ней. Кто-то позвонил по телефону на день рождения. Затем он извинился и ушел. Мисти рисовала Чию-сан, и она рассказала, что на самом деле завидовала Чию-сан, хотя ее работы продаются не так хорошо, как ее собственные. Но ее работы действительно замечательные и обладают универсальными достоинствами, в отличие от ее собственных. Но она призналась, что ей нравится Чию-сан, и она рада, что ее работа получила признание, так что она никогда не похищала ее, как они предполагали. Кто-то ударил ее сзади по голове на парковке. Додзё-тян и Мисти съехали. Они нашли на полу лужу крови, а на парковке разбитые бокалы для именинника. Затем кто-то позвонил ему и сказал, чтобы он привел Мисти к нему в здание Адачи в районе Ханмоку округа Нака, на 3-й этаж, если он хочет забрать свою партнер вернулся. Доктор Ратио-тян и Мисти отправились в указанное место, и когда они вошли, то увидели, что Мисти работает на столе. Тогда доктор Радио-тян поняла, что настоящей целью была Мисти. Доктор Радио-тян и Мисти немедленно покинули это место и сели в машину. Доктор Радио-тян позвонила, чтобы сообщить об этом Хане, и она помогла ему подтвердить, что на самом деле происходит с ее способностями. Доктор Рацио-тян сказала Мисти, что план похитителя состоял в том, чтобы заставить его привести Мисти на место преступления. Когда прибудет полиция, он будет арестован как тот, кто похитил ее. Тогда история будет заключаться в том, что она была похищена им и Чию, так что сотрудничество с Чию-сан будет прекращено. Целью похитителя было заполучить Мисти, как только ее рыночная стоимость возрастет. Так что, похоже, их наняли не для того, чтобы спасти Чию-сан от похитителя, а для того, чтобы похитить Мисти. На день рождения они пришли в сознание в комнате, где Чию-сан держали в плену. Они оба были связаны веревкой. Мисти беспокоилась, что на день рождения он мог умереть из-за потери большого количества крови. Но доктор Расио-тян заверил ее, что день рождения не умрет, так как он обещал ему, что не умрет, пока не сможет покончить со своим прошлым. Всплыли воспоминания о том времени, когда доктор Расио-тян и день рождения были молоды. Расио-тян всегда предсказывал людям, которых он встречал, что они очень скоро умрут, в результате чего он остался один. Но день рождения подошел к нему и назвал его фальшивым пророком. Расио-тян увидел, что у дня рождения неизлечимая болезнь и он скоро умрет, но день рождения сказал ему, что он не умрет. Неделю спустя Расио-тян перенес операцию, и он выжил, хотя его состояние так и не было полностью излечено. День рождения использовал свою минимальную мощность, чтобы вызвать пламя, которое вышло за пределы здания. Когда Ратио-тян увидел это, он понял, что это был день рождения. Он сразу же повернул свою машину назад и проследил за зданием, где вспыхнуло пламя. Ратио-чан и Мисти прибыли туда, где были день рождения и Чиюань. Когда они вошли, в поле зрения появился Нашихиро, менеджер Чиюань. Он сказал, что работы Мисти продаются лучше всего, так что она должна была выиграть сотрудничество. Нашихиро тоже была обладательницей минимального количества. У него была способность делать все атаки бессмысленными. Они с Ратио-тян поссорились. Мисти быстро развязала Тиюсан и день рождения. Каждое нападение на Нашихиру не оказывало на него никакого воздействия. День рождения также использовал свой минимум молний, но все равно не оказал на него никакого воздействия. И день рождения и Ратио-тян атаковали его одновременно, после чего его минимум был побежден. Нашихиро выбежал из дома и сел в лодку, которую он приготовил перед зданием. К несчастью для него, племянница и Мурасаки прибыли на место происшествия и схватили его. Блэк упомянул, что получил силу напрасно, и племянница поинтересовалась, что он имел в виду. Пожилой врач показал охраннику свое удостоверение личности, чтобы тот впустил его в палату. Доктор вошел в палату. Он провел рукой по своему лицу, после чего стало видно лицо Морали. Нашихиро объяснил, что в тот день он, как обычно, сидел в интернете. А потом он увидел сообщение, в котором было написано: Чию продает меньше 1/5 того, что делает Мисти. Она никто. Люди начали комментировать, но был и другой комментарий, в котором говорилось: если тебе не нравится, как обстоят дела, измени реальность так, как считаешь нужным. Перейди по ссылке под этим постом просто из любопытства. Он ввел дату своего рождения, а затем на экране внезапно появилось его имя. Он был напуган на первой минуте, затем все инструкции начали появляться одна за другой, и ему была обещана власть, если он будет следовать им, и поэтому он подчинился. И именно так он получил награду. Минимальная мощность. Племянница пришла к Арту, и он спросил,
все ли недавние преступления, совершенные обладателями минимальных прав, были совершены неврожденными обладателями, такими как Нашихира. Арт рассказал, что они брали показания у арестованных неврожденных обладателей минимальных прав, и все они получили власть схожим образом, и ни один из них не был наделен властью. Многие из них видели лицо человека, который дал им власть. Инспектора Арта вызвали по срочному делу, и он поехал с племянницей. Когда мы добрались туда, оказалось, что у нас украли сохраненный сверхсекретный минимальный образец головы, запрещенный минимум. Арт распорядился, чтобы фотографии морального состояния были разосланы по полицейскому участку и ближайшим полицейским, у которых есть наркотики. Найс возражал против этого и сказал, что неизвестность также может быть замаскирована. Арт сказал ему, что это не имеет к нему никакого отношения, поэтому ему следует воздержаться от участия в этом деле, потому что это дело полиции, а затем он ушел. Он попросил позвать троих и Хани. Хани объяснила, как он проанализировал местоположение подозреваемого, но не смог получить никакого ответа. Тогда они пришли к выводу, что подозреваемый должно быть маскировался. Инспектор Арт упомянул, что все записи с камер наблюдения на объекте, начиная с полуночи прошлой ночи, были стерты, так что подозреваемый должно быть замаскировался. Партнер Арта сказал, что подозреваемый должно быть очень сильно хотел получить минимум информации. Партнер Госуки позвонил Хани и попросил ее рассказать ему о том, что по ее мнению может быть бременем искусства, поскольку они были вместе в школьные годы. Как быстро прошло время в Академии факультетов. Хани рассказала, что они поступили в Академию в разное время, так что пробыли вместе недолго. День рождения и Рацио-тян расстались на полпути. У него был серьезный физический дефект в день рождения, и поэтому он был вынужден уйти. Он тоже вскоре ушел, как будто следовал за мной. Прошло несколько лет после дня рождения, и Ратион-тян ушла. Найс тоже уволилась, но она не знала почему, потому что не спрашивала его, так что окончили школу только она и Арт. Но у нее были другие обстоятельства. В конце концов, Арт не смог реализовать свои минимальные способности, но он никогда не сдавался и ставил перед собой цель. Невероятные усилия, так что он был первым и последним выпускником Академии, который так и не выполнил свой минимум. Трое из нас и инспектор Арт тренировались. Трое спросили его, помнит ли он, как они впервые встретились. Арт страдал из-за того, что не смог реализовать свой минимум, поэтому он решил, что хочет хотя бы догнать остальных в плане физических способностей. Поэтому он попросил, чтобы трое сделали его своим учеником. Значит, он не сдался. Третий посоветовал Арту продолжать верить в себя. Арт вернулся в дом морали, который он сжег дотла. Он решил зайти еще раз и проверить, не собирается ли он увидеть что-нибудь еще. А потом он нашел цветок, который был на могиле его младшего брата на территории комплекса. Арт поспешил обратно на кладбище. Неожиданно он встретил Морали, стоящую перед могилой с цветами. Арт достал пистолет, намереваясь арестовать Морали. Он обвинил его в убийстве обладателей минимальных прав и использовании их мозга для создания нерожденных обладателей минимальных прав и склонения этих нерожденных к преступной деятельности. Мораль сказал, что он всего лишь предоставляет возможность в виде власти, как он сказал ему раньше, что собирается помогать слабым. Он сказал, что продолжает это делать, потому что хочет добиться равенства во всем мире. Арт возразил, что в конечном итоге ему нужна только власть. Он спросил, почему он украл запрещенный минимум. Мораль ответил, что у него есть кто-то, кого он отчаянно хочет спасти от одиночества, и чтобы спасти его, ему нужна власть. Арт спросил, кого он пытается спасти, и он сказал, что это было приятно. Мораль рассказал, как он впервые увидел племянницу более 10 лет назад. В то время он работал в агентстве «Минимум», и как только он увидел племянницу, он понял, что одиночество было его бременем с самого рождения. Он был воплощением мудрости человечества, и его можно было бы даже назвать высшим существом. Поэтому он планировал спасти его от одиночества, чтобы он мог наслаждаться равенством. Мораль подсказывала ему, что даже если он не достигнет этого, он должен стать кем-то, кто не уступает Милому. Арт сказал, что он не позволит такому, как он, приблизиться к Милому, потому что он его друг. Мораль снова провел рукой по лицу, и его лицо изменилось на его напарника по работе Гаске, а затем он напал на Арта. Мораль снова изменил свое лицо на лицо старого доктора. Тогда Арт понял, что у него есть минимум возможностей замаскироваться под кого-то другого. Он сказал Арту, что никогда не сможет стать равным племяннику, не говоря уже о том, чтобы защитить его, не обладая минимальной властью. Он спросил его, не хочет ли он иметь минимальную власть, чтобы тоже стать ее обладателем. Инспектор Арт отказался, сказав, что прекрасно справится и без нее. Найс пытался дозвониться до Арта по телефону, но моральный дух не позволил ему это сделать. Затем моральный дух несколько раз выстрелил в Арта. После того, как моральный дух выстрелил в Арта, он замаскировался под него. Затем он ответил на звонок Найса и сказал, что в данный момент немного занят. Кто-то пришел в Мораль, и Мораль поручила ему позаботиться о трупе художника. Канеко объявила, что у них есть работа. Хаматора собирается в командировку на Окинаву. Они поехали с Тео и Рэй, потому что у них тоже была школьная поездка на Окинаву. Мурасаки и ее племянница встретились на Окинаве со своим клиентом, который работает в Министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения. Он показал им вещество, которое в последнее время получило широкое распространение под названием альдил. Это энергетический напиток, из-за которого люди, принимающие его, теряют сознание, засыпают и больше никогда не видят дневного света. Сколько бы ты ни пытался их разбудить, они продолжают счастливо спать. Так вот, их клиент просит, чтобы они привели человека, который занимается производством альдил на Окинаве, который был ему старшим братом. Рэй, Тео
Тео и другие студенты были на пляже, когда какая-то группа мужчин подошла поприветствовать их. Лидер группы обвинил их в том, что они вторглись на их территорию без их разрешения. Один из студентов ответил ему, что море никому не принадлежит. Тогда лидер ударил его по лицу горькой дыней. Он сказал, что они ему не нравятся, потому что их привозят из Йокогамы. Тео оскорбил их, сказав, что они недалекие люди, раз затеяли драку из-за того, что им кто-то не понравился. Лидер предложил им устроить честную драку. Он сказал, что на следующий день будет соревнование по взрывному троеборью, так что они должны выбрать повторение, чтобы противостоять друг другу. Проигравшая сторона больше никогда не ступит на пляж. Тео принял вызов, веря, что племянница поможет ему. Мурасаки и племянница нашли дилера, а затем его отвезли к их клиенту. Прежде чем они добрались до дома своего клиента, он использовал идеал на себе, и ему приснился счастливый сон. Тео упросил племянницу принять участие в соревновании по триатлону, которое он принял. Сначала он сопротивлялся, но потом согласился. Группа из Окинавы пришла к Тео и сообщила ему, что они тоже получили помощь извне. Удивительно, но они представили день рождения Иратио-тян как своих сторонников в этом испытании. А еще Хани и еще троих наняли им в помощь. Наконец-то начался триатлон. Это потрясающе. Ведущим был информационный брокер Мао, информатор племянницы в Йокогаме. Племянница интересовалась, что он задумал. Он объяснил правила игры. Первое занятие — плавание, за ним следует езда на велосипеде и заканчивается бегом. Затем последует королевская битва между спортсменами, использующими горькую дыню. Йокогама выиграла триатлон, и это привело к дружбе между лидером мужчин Окинавы, а Тео Найс отправился в торговый центр и решил подарить Арту сувенир. Арта видели разговаривающим со своим партнером Гаске. Он спросил Арта, почему тот уходит так рано, и тот ответил, что у него есть другие дела. Арт провел рукой по своему лицу, и на нем появилось выражение морального удовлетворения. Мораль на самом деле замаскирована под искусство, чтобы обмануть Гаске. Мораль был готов воплотить свою идею в реальность. Он собрал людей, которым хотел заменить мозг на мозг минимального носителя, и операция вот-вот должна была начаться. Хаматор получил письмо с уведомлением от минимального агентства. Организация минимального агентства управляет Академией Факультас. Агентство посылает предупреждение. Найс отнес сувенир, который он купил для искусства, в свой офис, но Касуке сказал, что в данный момент он занят. Найс беспокоился, что Арт не отвечает на его звонки. Из уведомления Хани поняла, что им было сказано ждать, пока не будет принято окончательное решение относительно серийного убийцы. Трое из них посетили сиротский приют Пойна. Эти дети радостно бросились к нему, и он вручил им подарки. Хани и трое из них отправились в офис Арта, чтобы оспорить его решение о том, почему они были отстранены от участия в деле морали. Арт сказал им, что это было сделано ради их собственной безопасности, поскольку серийный убийца нацелился на минимального владельца. Увидев, что Арт решил их уволить, Три и Хани в гневе ушли. Арту позвонила девушка из цветочного магазина и сказала, что племянница находится в ее магазине. Найс попросила у продавца определенный цветок. Найс подключили к компьютерной системе, чтобы проверить отзывы покупателей. Найс сказал, что слышал от своего сотрудника, работающего неполный рабочий день, что владелец магазина раньше был программистом. Она отрицала, что знает только основы. Найс сказал, что ему говорили, что она суперхакер. Он присоединился к Мурасаки в машине. Он сказал, что мораль делает свое дело, связываясь с людьми, которые публикуют жалобы и критику в интернете, а затем он наделяет их полномочиями. Для этого ему нужно было идентифицировать этих людей. Мурасаки сказал, что это возможно только в том случае, если у него есть связи с провайдерами или крутыми хакерами. Владелица магазина попросила Морали не приходить в ее лабораторию и не общаться с ней какое-то время. Мораль сказал, что он может помешать полицейскому расследованию, поскольку у него лицо инспектора. Хотя маска была бы недостаточно хороша, чтобы обмануть племянницу. В Хаматору пришел мужчина, принес 3 фотографии и сказал, что хочет, чтобы они расследовали его темное прошлое. У одного парня брали интервью в телешоу, и он рассказал, что 3 был владельцем детского дома Пойна, и ему доставляло удовольствие убивать людей, и именно поэтому его прозвали 3. Кровавый зверь. В Хаматоре Хани сказала, что никому и в голову не приходило, что он управляет сиротским приютом. Хани разозлилась из-за того, что они согласились заняться расследованием 3 последних случаев. Но племянница сказала, что было бы забавно провести расследование в отношении него. Племянница и Мурасаки снова навестили Мао, его информатора. Мао рассказал, что у детей в приюте было что-то общее. Все они были сиротами во время войны. 3 из них взяли на воспитание детей, потерявших родителей на войне. Именинник и Ратио-тян посетили детский дом и принесли фрукты для детей. Хани тоже пришла, так как была спрятана под коробкой с фруктами. Потом день рождения, и Тян оставила их. Дети бросили фрукт в Ханифейс и сказали, что будут защищать 3. Хорошая причина, по которой приют 3 был создан не только ради искупления. Он объяснил, что название приюта Пина в переводе с латыни означает наказание. Хани была в кабинете 3. Он сказал, что учил детей мстить тем, кто на них напал, и это, конечно же, не является грехом. Так что однажды дети узнают, кто убивает их семьи. Так вот, он устроил приют, чтобы вырастить кого-то, кто убьет его самого. Он сказал, что это место он создал сам, чтобы понести наказание и упокоиться с миром. Милая разозлилась. Она плакала, говоря, что он забыл обещание, которое дал ей,
защищать ее до конца своей жизни и что она не позволит ему нарушить это обещание. Она в гневе покинула офис. Хани сказала, что подождет и будет растить 3 детей. Она сказала, что вырастет из них замечательных взрослых, которые не задумаются о возмездии. Так что 3 придется страдать всю оставшуюся жизнь и продолжать жить дальше. 3 был доволен решением Хани. Ночью было замечено, как какие-то бандиты вбежали в приют, но их остановили Мурасаки и племянница. Хани и еще 3 детей тоже были там. Сзади появился мужчина и напал на Хани, но она увернулась. Найс сказал, что он новый комментатор и обладатель минимального количества очков с волшебным хвостом. Его звали Масайоси Хеленли. Масайоси сказал, что он восхищен тем, как 3 убивали людей, словно кровожадный зверь, и поэтому он хотел стать таким же, как он. Но он забрал детей тех, кого убил, ради искупления своей вины. Внезапно они услышали детский крик. 3 из нас знали, что он был здесь ради детей. Мурасаки и Хани быстро бросились спасать детей. Найс понял, что хочет создать желаемый образ для 3, создав чрезмерно драматичное впечатление о 3 последних событиях в новостях, и попросил таблоиды написать о нем статьи, чтобы у людей сложилось определенное представление о нем. А теперь он планировал убить детей и присвоить 3 из них имена в честь этого. Масайоси сказал, что он хотел защитить идею о том, что 3 это кровавый зверь, и он доведет это до совершенства своей рукой. 3 напали на него. Мурасаки и Хани смогли спасти детей, в то время как племянница и 3 сражались с Масайоси. Когда они схватили его, 3 попросили племянницу пойти и спасти детей. Ницца немедленно уехала. Масайоси сказал, что пришло время применить план Б, и привел в действие бомбу замедленного действия, в результате чего солдаты с детьми были подожжены. Пока они бегали как угорелые, весь дом загорелся. Масайоси сказал, что теперь история будет состоять в том, что 3 детей испепелили адским пламенем. 3 из них задушили Масайоси за шею. Дети позвали 3 на помощь, когда огонь уже почти добрался до них. 3 вспомнил о детях и о том прекрасном времени, которое он провел с ними. Он прогнал Масайоси и попросил прощения у Господа за то, что запятнал свои руки кровью. 3 превратился в монстра и потушил огонь. Он спас детей. Журналисты уже были снаружи и начали фотографировать. Мораль подсказывает, что пришло время для нового откровения. Оттуда вышла группа людей в черном. Их называли ребята из черного космоса. Мораль, переодетый инспектором Артом, дал Масайоси ключи от машины. Именно Мораль нанял его для нападения на 3. Мораль дала ему силу и средства для найма наемников и средства передвижения. Мораль попросила его держать это в секрете. Парни из черного космоса ворвались в город. Один из них выплюнул маленький камешек изо рта и попал одному из сидящих парней в шею. Парень умер на месте. Еще один чернокожий парень из космоса оказался в гуще парней, катающихся на велосипеде. Один из парней врезался в трейлер и сразу же погиб. Такахира, в центре города появился огромный монстр. Он был сыном директора ассоциации, который моральный дух давал минимальную власть. Все бросились в рассыпную. Мурасаки недоумевал, как ему удалось сбежать из тюрьмы. Чудовище предстало перед Ниццей и остальными. Он извинился за то, что на днях доставил им неприятности. Информация о реестре Академии факультет просочилась в интернет и стала главной новостью. В реестре перечислены все, включая бывших выпускников и тех, кто бросил учебу. Имена членов команды Хаматора также были указаны в списке. Такахира привели в кабинет Хаматора, и он сидел на полу. Он сказал, что был сам не свой в тот день, когда напал на них. Через неделю его разум прояснился, а голос стал нормальным. В тюрьме его освободил парень из черного космоса, и он смог выйти на свободу. Он также освободил всех остальных заключенных, находящихся в тюрьме. Такахира попросил команду Хаматора помочь ему найти способ вернуть свое тело. Он сказал, что не может заводить подружек и ходить на свидания с таким телом. Найс сказал, что он не готов ему помочь. Хани пыталась найти квартиру для детей из приюта, но никто не был готов сдавать свою квартиру в аренду минимальному владельцу. После инцидента с тройками все стали игнорировать минимальных владельцев. Директор Шука в прямом эфире рассказал, что минимальным владельцам несправедливо дали преимущество в обществе, пренебрегая чувствами тех, у кого нет способностей. Она предложила исключить минимальных владельцев. В то же время Мурасаки спросила Найса, почему он не откликнулся на просьбу Такахира. Найс проигнорировал это и сказал, что парни в черном начали буйствовать в тот же момент, когда началось потоковое видео 3. Найс рассудил, что все, вероятно, было заранее спланировано моральным духом. Мурасаки снова спросила его, почему он отказался помочь Такахира, и он ответил, что ему это не интересно. Мурасаки сказал, что собирается помочь ему. Там был твит о клевете на минимальных держателей. Всех, кто оставлял комментарии, просили оставить свои имена и адреса. Они тут же оставляли свои имена и адреса. На экране появлялась фотография их дома. Люди, не обладающие врожденным минимумом, начали нападать на людей, которые негативно отзывались о них. За всем происходящим стоял моральный дух. Он хотел, чтобы все увидели, на что они способны. Если у них есть власть, тогда они почувствуют себя слабыми и начнут стремиться к власти, и, конечно же, они придут к нему, чтобы запросить власть. День рождения и Хадзими-тян были на пробежке с Такахира. Когда они шли, они увидели группу парней из черного космоса, которые намеревались напасть на любого, кто пойдет против них. Ассоциация защиты здоровья и равноправия молодежи пришла за детьми из детского дома в Паэне. Дети хотели побыть
побыть с 3 детьми. Ха не возражала против этого, но Три попросила ее отпустить. Арт все пытался дозвониться до Арта, но у него ничего не получалось. Он забеспокоился и оставил для него сообщение. Наконец-то Ницца разрешили встретиться с Артом. Гасики проводил его внутрь, но они не смогли его там найти. Найс увидел на столе черный кофе и сказал, что искусство не любит черный кофе. Он также увидел в офисе черный цветок космос. Увидев это, Мила выбежал из офиса. Мила встретился с моральным духом. Моральный дух сказал, что он очень хотел его увидеть и счастлив, что в конце концов встретился с ним. Моральный дух последовал за Ниццей в офис Хаматора. Канека спросила, кто он такой. Моральный дух вел себя скромно, и Канека прокомментировала, что он был приятным человеком. День рождения Ираша Тян получили информацию о том, что на Чию напали, и они направлялись на место происшествия. Они нашли ее в комнате. Она была тяжело ранена. «Вернись к своему моральному состоянию и веди себя хорошо». Ницца спросила Мораля, что он делает с искусством. Мораль продемонстрировал свою минимальную метаморфозу, которая может изменить лицо любого человека. Его лицо стало лицом искусства, и он сказал, что с помощью этого лица он смог помешать полицейским расследованиям. Мораль рассказал, что ингредиент, который он использует для создания неврожденного обладателя минимума, называется ду, и он извлекает его из мозга прирожденного обладателя минимума. Он сказал, что может создать 24 приобретенных обладателя минимума всего за одно действие. Целью Майл было сделать всех людей обладателями минимума. Майл добавил, что ребята из Black Cosmos также были организованы им. День рождения и отношения Чан отвезли Чию в больницу. Чию-сан скрывала тот факт, что у нее был минимальный доход. Мораль упомянул, что он также пытался спасти племянницу, потому что чувствовал, как ему одиноко. Он сказал, что намерен стать равным ему, чтобы стать его спасителем. Ницца разозлилась. Он сказал, что моральный дух не имеет права определять, кто слаб, а кто нет, и что он не просил его спасать его. Он пришел к выводу, что его настоящая цель просто быть узнанным. Гражданский зал подвергся танковой атаке, и среди людей поднялась суматоха. Директор Шука пыталась спастись от нападения, но, к несчастью для нее, один из минимальных держателей напал на них, и один из ее людей был убит. Минимальный держатель наехал на него на танке, и они обвинили директора Шука в том, что он выступал против минимальных держателей. Она сказала, что сделала это ради общества и будущего детей. Такахира внезапно появился на сцене и спас свою маму. Когда он подходил к ней, один из держателей минималки ударил его молотком по голове, и он упал. В этот момент Хадзими Тян прибыл на место происшествия вместе с Мурасаки и остановил держателя минималки. Держатели минималки приблизились к директору Шука, чтобы напасть на нее. Такахира встал между ними, и молот и меч ударили его сзади. Такахира снова встал и пообещал своей маме, что будет защищать ее. Он повернулся лицом к своим противникам, яростно взревел и превратился в огромного страшного монстра. Он сокрушил тех, кто напал на него, как будто они были ничем. Как ни странно, Такахира все еще сохранял рассудок. Сердце его мамы чуть не выпрыгнуло из груди, так как она была чертовски напугана тем, во что превратился ее сын. Такахира все время повторял, что защитит свою маму, несмотря ни на что. Такахира израсходовал всю свою силу, и один из охранников ударил его молотком по голове. Найс тут же ударил охранника по щеке, и тот упал. Хадзими Тян и его мама придвинулись к нему поближе. Его мама заплакала и сказала, что гордится им. Моральный дух тоже плакал, видя, как сильно Такахира старался защитить свою маму. Моральный дух сказал, что он потеряет свою силу. Он нажал на кнопку. К сожалению, Такахира взорвался прямо там, где лежал, и его кровь пролилась на всех присутствующих. Племянница была просто взбешена. Хадзими Чан, которая в тот момент ни разу не продемонстрировала свою силу, была спровоцирована, и повсюду поднялся переполох. Хадзими Чан пожаловался, что проголодался. Обладательница минимального уровня напала на нее, и она умело победила ее, но после упала в обморок, но Конока быстро схватила ее. В телевизионных новостях было объявлено, что любой желающий может стать обладательницей минимального уровня. Люди начали штурмовать полицейский участок в поисках минимального уровня, заявляя, что им нужна власть для самозащиты, поскольку полиция недостаточно хорошо выполняет свою работу. В городе появилась еще одна форма минимального уровня. Вот эти роботизированные минимальные уровни, и они были повсюду, убивая людей. Хани решил, что он собирается остановить моральный дух. Она начала предсказывать будущее этих роботов и смогла уничтожить их. Команда Хаматора и минимальные держатели сражаются друг с другом, и это вызвало вспышку молнии и большой переполох. Найс поднялся в боевой дух там, где он стоял. Он надел наушники и был готов атаковать боевой дух. Боевой дух сказал ему, что он собирается показать ему силу запрещенного минимума. Начался дождь. Два самых могущественных обладателя минимума собирались сразиться. Мораль начала спорить с племянником, и он сильно ударил его. Мораль сказала, что он может существовать где угодно, даже если его способности минимальны. Он сказал, что этот минимум относится к нулевому типу, и это самый близкий минимум к высшему существу. Он сказал, что на самом деле он достиг всех этих минимумов, чтобы стать равным Ницца. Мораль спросила Ниццу, не хочет ли он узнать, куда движется магазин. Он сказал, что корабль направляется к радиовышке, потому что хочет провести эксперимент. Мораль спросил Найса, помнит ли он Хибики, которого он победил год назад, добавив к его крикам ультразвуковую частоту. Его минимальный уровень позволяет ему убивать любого в радиусе 100 метров, разрушая его мозг. Его способность по-прежнему эффективна при передаче через динамики и микрофоны. Однако она ослабляет и не может убить, но может навсегда лишить человека слуха. Так что скоро будет активирован минимальный уровень Хибики. Верный своему слову, Хибики активировал минимум, и все были ранены. Мораль
сказала, что те, кто был ранен, потеряют слух, а затем поймут, насколько они слабы, и таким образом придут к нему за силой, что сделает его другом для всех слабых и спасителем мира. Ницца разозлилась и расстроилась. Моральный дух показал, что он убил своего друга инспектора Арта. Ницца атаковал моральный дух, но моральный дух, похоже, слишком силен, чтобы его можно было победить. Мурасаки бросила цепь против морального духа с высоты корабля, но он увернулся от нее. Затем моральный дух напал на него, и он начал танцевать на корабле. Мурасаки упала с корабля. Рядом с ним появился Найс, и Мурасаки сказала ему быть самим собой, потому что это не похоже на него, хотеть отомстить. Затем Мурасаки потерял сознание. Найс мог бы использовать свою силу на самом высоком уровне только в том случае, если бы он заботился только о себе. Найс сказал, что собирается бороться с моральным духом не потому, что хочет стать героем или спасти мир, а потому, что терпеть его не может и потому, что он его раздражает. Мораль все время демонстрировал свои страшные зубы, когда улыбался. Он был так уверен, что племянница не сможет победить его. Они оба сражались, используя свои минимальные способности, и на этот раз Ницца одержала верх. Он нанес сильный удар по моральному духу, проломил мост и приземлился под ним. Мурасаки пришел в сознание, и он был впечатлен тем, как мило атаковал моральный дух. Моральный дух поднялся и начал истекать кровью. Его тело было напряжено, потому что он обладал более чем одной минимальной силой. Арт неожиданно появился в этой сцене и поднял боевой дух. Мило придвинулся ближе к моральному духу и склонился над ним. Он удивился, почему Арт убил кого-то так быстро, ведь это было на него не похоже. Арт подошел вплотную к Найсу и приставил пистолет к его голове. На этом аниме подходит к концу. Действительно ли появился инспектор Арт, или мораль снова была замаскирована? Если бы это был Арт, он бы действительно убил Найса просто так,